Всем привет, народ! И сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте Zoo Family, который нам в скором времени обещает ТГЕ, раздачу airdropа. И считают они все, считают и все никак не могут посчитать, сколько нам токенов должны раздать. И вот у них 10 февраля вышел пост о том, что вот она наша токеномика проекта, Zoo Tokenomic, в которой они нам рассказывают о том, что на майнерс, да, на майнеров, на нас с вами раздали 60%, раздадут 60% эмиссии своих токенов. И 40% эмиссии своих токенов пойдет, их токенов точнее, пойдет на развитие, маркетинг, листинг, ликвидность и на команду, на маркетмейкеров и тому подобное. То есть нам с вами достается всего 60% общей эмиссии токенов Zoo. О чем это говорит? Ролик сегодня будет не такой длинненький, надеюсь, я всегда это говорю, но почему-то получается длинный, но сегодня мы кратенько попробуем все это обсудить, посчитать и сделать определенные выводы по поводу телеграм-бота Zoo. Мне множество комментариев было под роликом про Zoo, сколько я получил, да, вы писали, сколько вы там получили. Получалось, что некоторые не донатили вообще, кроме транзакций в полтона, и получили довольно-таки неплохой дроп. Кто-то там по полмиллиарда, кто-то по миллиарду, кто-то по 1,5 миллиарда. И это замечательно, что вы научились играть, не внося донат, зарабатывая большое количество токенов. Я рад, что комьюнити Телеграма, Телеграм-ботов, да, тапулок становится более умное, разумное, чтобы зарабатывать, не вкладываясь туда. Потому что я всегда вам говорю, не вкладывайтесь в эти проекты, не заходите в эти Телеграм-боты, не теряйте вы свое время и деньги. И если вы все-таки туда заходите, то поступайте вот как те люди в комментариях. Вы красавчики, молодцы, у вас там по миллиарду, по 1,5 миллиарда токенов, вы не вкладывались вообще. Молодцы, нашли правильную стратегию. Если вы будете делиться, да, там в комментариях, там рассказывать о каких-то таких тонкостях, то, возможно, я буду об этом рассказывать, и вот это комьюнити людей, кто бесплатно может заработать, их станет больше, и мы сможем, не вкладываясь в эти проекты, как-то зарабатывать, пытаться зарабатывать, по крайней мере. Это будет замечательно, если мы объединимся и общими усилиями будем пробовать как-то добиваться успеха и, не знаю, не обдуривать, да, по сути, а как-то читерить, чтобы пытаться выбить какую-то небольшую себе прибыль из разработчиков и всего вот этого комьюнити, который пытается на нас с вами заработать. И вот 60%, что я думаю по этому поводу вообще? Что такое 60% эмиссии токенов? Это довольно-таки, мне кажется, мало. Обычно телеграм-боты раздают, есть, которые раздают по 60%, но в основном это 70-80% от эмиссии токенов раздают комьюнити, а здесь 60%, почти половина, чуть больше половины. И как это отразится вообще на том, что мы с вами получим? Давайте быстренько вот сюда вот воткну калькулятор за место вот этого поста. И при помощи этого самого калькулятора быстренько попытаемся с вами что-то либо умножить. А что такое Telegram-бот Zoo? Это Telegram-бот, вот тут у меня наверху написано, вижу, в котором у нас Telegram подписчиков в Telegram-боте у них 9 миллионов 130 тысяч. И давайте быстренько щелкну, гляну, сколько у них в боте пользователей. И ботом пользуются 10,5 миллионов человек. То есть, мне кажется, все равно боты, заданиями на ботов отсеяли, фермы какие-то отсеяли, игроков, кто не играл, не отсеяли, точнее. Я думаю, осталось все равно миллионов там 7, но нам эта цифра сейчас, в принципе, не нужна. В чем суть? Такие телеграм-боты, в принципе, выходят на листинг у нас, и у них эмиссия общая получается, в районе от 3, но это когда очень-очень плохо вышли на листинг, но здесь донатная тапалка не должна так выйти, от 10 до 50 миллионов капитализации на начальных торгах. Есть очень хорошие тапалки, как у нас Hamster Combat доходили там до 300 с чем-то миллионов, это не в первый день, во второй, где-то так приблизительно, на пампах где-то. Но даже если мы возьмем в учет, что здесь было очень много донатов, и даже если мы возьмем очень-очень жирно все это дело с вами, и в 100 миллионов, да, возьмем капитализацию, вот такую вот, то если бы они выделили нам с вами 80%, да, грубо говоря, то мы отнимем отсюда 20% и получаем 80 миллионов долларов на вас,
на нас с вами точнее, да, между нами вся эта бы сумма разделилась, ну и образно, если мы поделим там на активных участников, там, ну даже если это выходило там, не знаю, 4 миллиона прям мега-мега активных участников, да, на 4 миллиона человек, чуть-чуть больше написал, вот, на 4 миллиона человек, то в среднем мы бы получили по $20, да? Уже как-то не очень звучит, с тем учетом, то, что кто-то в этот проект вкладывался. Вкладывался очень много, и получается $20 как-то звучит не очень. Но ситуация в том, что если мы возьмем с вами капитализацию $100 миллионов, да, и отнимем от нее теперь уже 40% эмиссии этих токенов, да, то на нас с вами остается уже 60 миллионов, понимаете? В чем суть? Наш с вами заработок уменьшили за счет этих вот процентов. То есть разработчики Zoo Family забрали вот все на маркетмейкеров. А что такое маркетмейкер? Это те, кто будет помогать им держать цену на нужном уровне, откупать на низах, да, и потом в нужный момент для них запампить эту самую цену. То есть это те люди, которые будут работать на них. Что такое команда разработчиков? Это, конечно, они же сами, которые будут зарабатывать на своем токене. Что такое маркетинг, да? Это реклама и пиар их токена, чтобы он стоил дороже, да, и они, следовательно, заработали гораздо больше. Что такое ликвидность? Ликвидность — это поддержание, да, увеличение вот этого вот капитализации, грубо говоря, токена за счет покупки, продажи и тому подобное. Все эти 40% нужно именно разработчикам. Не для того, чтобы, грубо говоря, у них... их Telegram-бот и вот вообще весь этот токен существовал очень замечательно, а для того, чтобы они заработали гораздо больше денег на нас с вами. А нам с вами они выделили 60 вроде бы процентов, но их там чуть-чуть немножечко, а нас с вами несколько миллионов. Вот к чему все это. Вот этот показатель говорит о том, что Zoo Family собирается нам раздать очень-очень мало. Мое подозрение в том, что, возможно, этот бот у нас с вами не окупится. Как не окупился Node Pixel, да, у людей, кто туда вкладывался, кто-то там заработал, кто-то там не заработал. И мне кажется, здесь мы наступим на те самые грабли. Вот мои мысли по поводу Telegram-бота Zoo, что данная новость, это вообще не очень радостно, да, для нас с вами не очень радостно. Я возлагал как бы небольшие надежды на Telegram-бот Zoo, что все-таки, возможно, хотя бы мой дроп в ноль окупится, мой донат, либо хотя бы чуть-чуть немножечко заработаю на том самом донате. Но теперь, после выхода этой новости, я сомневаюсь вообще, что какой-то заработок здесь будет. Я разочарован в этом выделенном нам с вами эмиссии токенов 60%. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, так как чем меньше процентов выделяют нам, тем меньше заработок наш. И если они захотят запампить цену, грубо говоря, то они не будут это делать на начальных этапах. Либо они сделают тогда, когда мы с вами продать этого не сможем, чтобы они свою часть в 40% быстро за хорошие деньги продали, а мы со своими 60% остались держать этот токен по очень низкой цене, и все. Так что вот такие вот дела. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я очень разочарован и опечален этой новостью. Но такие вот дела. Так что я постоянно говорю, не заходите в тапалки, не вносите туда донаты. Не надо терять свое время и свои деньги. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.